Глава 1711. Сад лекарственных растений. Однако иллюзорная формация на площади была чрезвычайно мощной, и если у них двоих не было каких-то особых трюков в рукавах, они определенно не смогли бы пройти через нее за короткое время. Даже в этом случае у него не останется слишком много времени, и у него будет только шанс поискать самое большее сокровище в одном месте. Имея это в виду, взгляд Хань Ли начал блуждать взад и вперед между двумя боковыми дворцами, и он изо всех сил пытался принять решение. Внезапно ему в голову пришла мысль. Один из боковых дворцов был окружен пышной зеленью и окутан потоком богатой духовной ци элементом дерева. Более того, легкий ветерок, дующий с этого направления, смешивался со слабым лекарственным ароматом, и Хань Ли не мог не осудить себя за то, что он идиот. Лекарственный сад был обязательным атрибутом пещерных резиденций всех культиваторов. Это место оставил Бессмертный, поэтому здесь должен был быть и сад лекарственных растений. Независимо от того, насколько ценными были другие сокровища здесь, как они могли сравниться с духовными растениями, которые можно было найти только в мире истинных бессмертных. С помощью своего таинственного маленького флакона он мог вырастить любое духовное растение, которое он найдет здесь с необычайной скоростью, поэтому духовные растения были бы для него гораздо более ценными, чем любое другое сокровище, которое он мог найти здесь. По духовной ци, струящейся вдалеке, было совершенно ясно, что в этом направлении находится сад лекарственных растений. Имея это в виду, Хань Ли больше не колебался. Он немедленно бросился к области за главным дворцом, как полоса лазурного света, и его гигантская марионетка-обезьяна преследовала его по горячим следам. С безумно устрашающим физическим телосложением Хань Ли ему потребовалось всего около 10 минут, чтобы добраться до группы зданий за главным дворцом. Он не знал точное местоположение этого сада, но было очень легко определить, откуда идет духовная ци элемента дерева и в каком месте она была самой плотной. Он полностью игнорировал другие здания, мимо которых шел по пути, и оказался на участке ровной земли между тремя павильонами всего после нескольких вспышек. Здесь был сад размером в несколько акров, и он был ничем иным, как источником слабого лекарственного аромата. Однако весь сад лекарственных растений был полностью окружен 5 лилово-золотыми колоннами и окутан пятицветным световым барьером. Брови Хань Ли слегка нахмурились, увидев это. Было совершенно очевидно, что это была большая формация, которую было бы гораздо труднее прорвать, чем простые ограничения на двери секретных комнат, которые были ранее. После краткого размышления он скрепил руки в жесте заклинания и выпустил шар серебряного пламени. Ясный крик раздался изнутри серебряного пламени, и серебряный огненный шар превратился в маленькую серебряную птицу. Это был никто иной, как его огненный ворон. Этот огненный ворон был способен пожирать все виды духовного пламени и духовных сил, поэтому, естественно, он был чрезвычайно искусен в преодолении ограничений, подобных этому. Вперед! Хань Ли сразу же проинструктировал его, указав на пятицветный световой барьер перед ним. Серебряный огненный ворон мгновенно расправил крылья и по его велению взлетел, как шар серебряного света. С грохотом пятицветный световой барьер слегка качнулся, сразу после чего серебряное пламя и пятицветный свет переплелись с другим в череде последовательных взрывов. Пламя плясало вокруг тела серебряного огненного ворона, и это пламя рвалось во все стороны, пожирая весь пятицветный свет, соприкасавшийся с ним. Спустя несколько мгновений световой барьер стал заметно тоньше, и Хань Ли был в восторге от этого. Оказалось, что это ограничение, оставленное бессмертным, будет намного легче преодолеть, чем он ожидал. Как только он собирался подстегнуть огненного ворона, чтобы тот высвободил больше силы, из 5 окружающих пурпурно-золотых столбов внезапно раздался низкий жужжащий звук. Сразу после этого вспыхнул яркий пятицветный духовный свет, и столбы света взорвались, проникнув в световой барьер. Из тонкого светового барьера мгновенно вспыхнул свет, и он тут же вернулся к своей прежней плотности. Выражение лица Хань Ли потемнело, увидев это. Он сразу же сделал серию ручных печатей, повторяя что-то, а затем резко произнес слово «расширить». Зловещий свет вспыхнул в глазах поглотившего духа огненного ворона, и он, расправив крылья, поднялся в воздух. Первоначально он был всего около фута в размере, но его тело быстро расширялось, и ему потребовалось всего несколько секунд, чтобы раздуваться до размеров примерно 10 футов. Гигантский серебряный огненный ворон издал громкий крик, а затем яростно взмахнул своими огромными крыльями. Бесчисленные серебряные перья разлетелись по воздуху и превратились в огненные шары, которые обрушились на них во время обстрела. По небу прокатился оглушительный грохот, и палящее пламя полностью затопило весь световой барьер внизу. 5 столбов все еще постоянно вводили духовную силу 5 элементов в световой барьер, но это все еще не могло предотвратить его сильное сотрясение. Увидев это, массивная серебряная птица расправила крылья и превратилась в огромный огненный шар во вспышке яркого серебряного света, а затем рухнула сверху, как падающая звезда. Раздался сокрушительный удар, и пятицветный световой барьер, наконец, не выдержал, разлетевшись на бесчисленное количество осколков. Увидев это, в глазах Хань Ли промелькнул намек восторга,
и он готовился немедленно броситься в сад лекарств в тот момент, когда световой барьер полностью рухнул. Однако его мыслительный процесс в конце концов оказался слишком простым. Внезапно столбы света, извергавшиеся из 5 лилово-золотых столбов, исчезли, и в следующее мгновение раздался громкий раскат грома, и появились дуги пурпурных молний. Выражение лица Хань Ли сразу же значительно потемнело при виде этой фиолетовой молнии. Он взглянул на рушащийся пятицветный световой барьер и стиснул зубы, но вместо того, чтобы принять меры уклонения, из его тела вырвалась черная ци, и снова появились его небесные дьявольские доспехи. Он в безумстве вложил свою духовную силу в доспехи, и с их поверхности вырвались бесчисленные черные руны, вращаясь вокруг его тела, образуя защитный барьер. С раскатом грома возникли бесчисленные тонкие золотые дуги молний, образуя сеть молний, которая действовала вокруг него как дополнительный защитный барьер. Сразу после этого он сделал хватательное движение одной рукой, и сразу же появилась стопка талисманов, устремившись к его телу. Вспыхнул свет, и за пределами сети молний появилось несколько слоев световых барьеров разного цвета. Прямо в этот момент Хань Ли взмахнул рукавом, выпустив его экстремальную гору эссенции божественного света. По его воле гора мгновенно увеличилась до более чем 100 футов и встала перед ним, как гигантский щит. Эти дуги пурпурных молний действительно были чрезвычайно устрашающими, но, конечно, они не смогли бы раствориться в этой горе. Почти в тот же момент, когда Хань Ли завершил все эти защитные меры, из каждого из 5 лилово-золотых столбов раздался раскат грома. 5 разрядов пурпурных молний, каждая толщиной с большую чашу, вырвались вперед и объединились на полпути, образуя массивный шар молнии диаметром около 5 футов. Затем шар молнии с непреодолимой силой метнулся прямо в Хань Ли, и его лицо потемнело еще больше при виде его удивительной массы. Однако он продолжал оставаться на месте, издав негромкий крик и резко ткнул ладонью в черную гору впереди. Серебряные руны на поверхности горы немедленно вспыхнули, и слой серого света устремился от горы прямо к пурпурному шару молнии. В следующее мгновение они столкнулись, и раздался оглушительный грохот. Серый световой барьер только на мгновение остановил шар молнии и раскололся на части. Это не стало большим сюрпризом для Хань Ли. В конце концов, эссенция божественного света была довольно эффективна против 5 элементов, поэтому, естественно, не могла оказать большого эффекта на секретную силу молнии из мира истинных бессмертных. Таким образом, фиолетовый шар молнии продолжил движение и врезался прямо в черную гору. Увидев это, на лице Хань Ли появилась слабая улыбка. Его нынешняя экстремальная гора эссенции божественного света обладала большими возможностями, чем просто эссенция божественного света. Лазурный свет внезапно вспыхнул от его ладони, которая была прижата к склону горы, и в гору была введена печать заклинания. Из горы немедленно выплыла серебряная руна и превратилась в несколько черных дыр размером с кулак, которые появились перед горой. Фиолетовый шар молнии врезался в эти черные дыры в мгновение ока, но прошел беспрепятственно. Выражение лица Хань Ли немного напряглось, но он мог ясно видеть, что в тот момент, когда шар молнии прошел через черные дыры, его диаметр, который первоначально составлял около 5 футов, уменьшился более чем на треть. Однако, прежде чем он успел подумать о чем-нибудь еще, шар молнии ударил черную гору среди сокрушительного удара. Яркий пурпурный свет вырвался из молниеносного шара, и 2 пурпурные молнии внезапно обогнули гигантскую гору с обеих сторон, а затем устремились прямо к Хань Ли, как будто у них был собственный разум. Внешние слои световых барьеров были мгновенно разрушены при контакте с пурпурными молниеносными змеями, не способными создать никаких препятствий. Веки Хань Ли сильно дернулись, увидев это, но он внезапно махнул рукой вперед. Золотая сеть молний вокруг его тела с грохотом вырвалась вперед, устремившись прямо к 2 разрядам пурпурной молнии. В этот момент раздался резкий треск, и как только Хань Ли услышал этот звук, он сразу же бросился в сторону, оставляя за собой след остаточных образов. Пятицветный световой барьер, наконец, был полностью разрушен свирепой атакой серебряного огненного ворона, но когда фиолетовая и золотая молнии переплелись, 2 пурпурные молнии внезапно взорвались. Фиолетовый свет мгновенно полностью залил золотой свет, и огромная сила взрыва подняла палящий торнадо, перемежающийся бесчисленными следами пурпурных молний. Затем торнадо охватил тело Хань Ли в мгновение ока, и выражение его лица резко изменилось, поскольку он был вынужден остановиться на месте. С оглушительным грохотом черные руны внезапно взорвались, превратившись в всплески черной ци, которые переплелись с фиолетовой молнией, и обе силы превратились в ничто. В следующее мгновение из черной ци возникло золотое сияние с 3 головами и 6 руками. Проекция взмахнула руками в воздухе, и бесчисленные шары золотого света вырвались из его 6 ладоней, заставив торнадо почти исчезнуть. Раздалось потрясающее волнение, и черный свет внезапно вспыхнул на кончиках острых шипов на дьявольских доспехах Хань Ли, вслед за которыми вырвались столбы черного света толщиной с человеческие пальцы. Торнадо, наконец, был полностью уничтожен этими 2 типами атак на фоне мучительного вопля, и Хань Ли снова бросился к саду лекарственных растений.
Однако прямо в этот момент из 5 пурпурных столбов внезапно раздался жужжащий звук, и резко вспыхнул свет, а разрушенный световой барьер над садом лекарств мгновенно восстановился. Хань Ли хотел остановить свой импульс, но было уже слишком поздно, и он бросился головой в пятицветный свет. Вокруг него снова раздался громкий раскат грома, и на поверхности 5 столбов сверкнули молнии. Вспышки пурпурных молний взорвались, прежде чем превратиться в пурпурных молниеносных змей, которые устремились к нему на фоне грохочущих ударов грома. Лицо Хань Ли сразу же слегка побледнело, увидев это. Глава 1712. Бросок на гору. Когда его тело охватил пятицветный свет, окружающее пространство мгновенно стало твердым, как железо и сталь. В то же время на его тело обрушился взрыв огромной силы, полностью обездвиживший его. 5 лиловых молниеносных змей продолжали метаться к нему среди тревожных ударов грома, и Хань Ли мгновенно погрузился в опасную для жизни ситуацию. Однако он определенно был необычным существом, и в следующее мгновение бледность его лица исчезла. Затем в его глазах появилось ледяное выражение, когда он, холодно хмыкнув, выпустил из своего тела золотой свет, и снова появилась проекция первозданного истинного дьявола. Однако в этот раз все сильно отличалось от того, как было раньше. Сама проекция светилась мерцающим светом, и казалось, будто на нее был нанесен слой золотой краски, что делало ее похожей на золотую статую божества. Это было не что иное, как золотое тело, которое недавно успешно вырастил Хань Ли. Прямо в этот момент Хань Ли открыл рот, и изнутри вылетел шар черного света. Затем шар черного света исчез в золотом теле в виде вспышки черной ци. Намек на разум внезапно появился в пустых глазах одной из 3 голов проекции, и слой черной ци выступил на ее лице. Затем массивное золотое тело во вспышке расположилось перед Хань Ли, и в этот момент уже появились дуги пурпурных молний. Тем не менее, золотое тело оставалось совершенно невозмутимым и без колебаний все 5 рук направило к дугам пурпурной молнии. С оглушительным грохотом 5 золотых столбов света вырвались из 5 ладоней проекции и встретили дуги молний. Золотой свет и пурпурная молния мгновенно столкнулись неподалеку, и, несмотря на огромную силу пурпурной молнии, почти половина ее все еще была уничтожена столбами света. Однако столпы света также исчезли в результате столкновения. Таким образом, Хань Ли сможет избежать этой опасной ситуации, если он будет контролировать свое золотое тело, чтобы развязать еще одну волну тех же атак. Однако остатки дуг молнии не давали ему такой возможности. Раздалась еще одна цепочка громких раскатов грома, и прямо перед Хань Ли появились фиолетовые молниеносные змеи, злобно обрушившиеся на него. Однако в этой ужасной ситуации все руки золотого тела Хань Ли внезапно расплылись, и они мгновенно исчезли на месте. В следующее мгновение 5 дуг пурпурной молнии задрожали и были пойманы 5 золотыми руками, появившимися из воздуха без всякого предупреждения. Пальцы 5 рук сомкнулись друг с другом, и дуги молнии превратились в ничто среди нескольких ударов грома. Вырвалось бесчисленное количество нитей молний, и небольшая их часть ударила в золотое тело, но все они просто исчезли в мгновение ока, не будучи в состоянии нанести какой-либо вред золотому телу. Однако раскаты грома безжалостно гремели из 5 столбов вдали, и сразу же возникло еще 5 дуг молний, выглядящих так, как будто они снова собирались броситься к Хань Ли. К счастью, этой короткой задержки было достаточно, чтобы Хань Ли подготовил контрмеры. С таким могущественным телом и множеством способностей этого ограничения было бы никак не могло быть достаточно, чтобы поймать его в ловушку. Таким образом, он немедленно начал что-то быстро повторять, и черный свет закрутился из его дьявольских доспехов. Затем его тело внезапно резко распухло, и на его коже внезапно появился слой толстого и грубого золотого меха. Его глаза вспыхнули синим светом, и по обе стороны рта торчали клыки. Он превратился в гигантскую обезьяну ростом более 100 футов. В его нынешней форме у него были голубые глаза с золотым мехом и острые клыки, которые придавали ему очень угрожающий вид. В холодном взгляде обезьяны можно было увидеть обычное расчетливое спокойствие Хань Ли, и выражение его лица оставалось полностью идентичным тому, которое он носил в своей первоначальной форме. Небесные дьявольские доспехи также расширились вместе с гигантской обезьяной, и на его поверхности были удлинены шипы, каждая из которых составляла около фута. Шипы вспыхивали морозным светом и вызывали у смотрящего чувство ужаса. Это была трансформация гигантской горной обезьяны из 12 пробуждающих трансформаций Хань Ли. Как только он принял эту форму, по всему его телу в неистовстве прокатилась волна тепла от дантяна, быстро распространившаяся по всем его меридианам. В результате его тело стало на 40% сильнее. Надо было понять, что физическое тело Хань Ли уже было безумно мощным, и можно было только представить, насколько страшным он в настоящее время следил за этим улучшением. В следующее мгновение гигантская обезьяна, в которую он превратился, сразу же начала проявлять свою удивительную мощь. Низкий рев вырвался из пасти гигантской обезьяны и резко поднял свои массивные пушистые руки в воздух.
Ограничивающий пятицветный световой барьер яростно качнулся перед лицом огромной силы гигантской обезьяны, и Хань Ли мгновенно смог освободиться. Однако пятицветный свет чуть дальше тут же вспыхнул и устремился к нему, не давая ему передышки. Гигантская обезьяна без колебаний указала пальцем на серебряного огненного ворона и в то же время другой рукой указала на черную гору сбоку. Гигантский огненный ворон издал громкий крик, превратившись в огромный огненный шар, который упал с неба и рухнул прямо на гигантскую золотую обезьяну. Тем временем черная гора внезапно просвистела в воздухе и исчезла в космосе. С оглушительным грохотом серебряное пламя взорвалось возле гигантской обезьяны, вызвав волны серебряного пламени. Встречный пятицветный свет был мгновенно оттеснен взрывающимся пламенем, что сделало их неспособными приблизиться к гигантской обезьяне. В этот момент золотая обезьяна, находившаяся в море пламени, уже перевернула руку. Произошли пространственные колебания, и черная гора высотой более 100 футов появилась из воздуха, прежде чем ее легко подняла пушистая ладонь. Гигантская обезьяна держала гору так, как будто она была невесомой игрушкой. Сразу после этого Хань Ли сделал что-то, что сильно испугало бы наблюдателя, будь там какие-нибудь зеваки. Зловещий свет вспыхнул в глазах гигантской обезьяны, в которую он превратился, и он внезапно согнул свою гору с рукой и, замахнувшись, резко швырнул гору в воздух, как камень. Он не использовал никаких способностей или техник, чтобы заставить сокровище действовать, он просто запускал его благодаря своей огромной физической силе. Экстремальная гора эссенции божественного света не была увеличена до максимума, поэтому она была не в самом тяжелом состоянии, но все же весила более 50 тысяч килограмм. После того, как его бросили в воздух, сразу же раздался чрезвычайно пронзительный визг. Черная гора мгновенно превратилась в черную тень, оставив за собой след белых ураганных ветров. В то же время массивная белая метка также промелькнула через гору, прежде чем внезапно появиться в воздухе. Издалека было видно, что белая метка безжалостно скручивалась и деформировалась, и изнутри исходили вспышки мощных пространственных колебаний. Казалось, что пространственный разрыв постепенно обретает форму, и это было достаточным свидетельством огромной силы, с которой гигантская обезьяна швырнула гору. Гора неслась прямо к одной из 5 пурпурных колонн, и из нее мгновенно вырвались дуги молний. Было выпущено несколько пурпурных дуг молний, чтобы атаковать гигантский надвигающийся снаряд, но они не смогли замедлить черную гору даже в малейшей степени. В следующее мгновение черная гора пролетела сквозь дуги пурпурных молний и злобно врезалась в столб. Вспыхнули пурпурный и черный свет, и тут же раздался сокрушительный удар. Из колонны мгновенно вырвался пронзающий шар трехцветного черного, серого и пурпурного света. Он был подобен мерцающему трехцветному солнцу, заставляющему наблюдателя отвести взгляд. Тем не менее, синий свет вспыхнул в глазах гигантской обезьяны, позволяя ей смотреть прямо на световой шар и ясно понимать, что находится внутри него. Гигантская обезьяна тут же подняла руку, затем сделала хватательное движение своей огромной пушистой рукой к светящемуся шару на расстоянии и быстро перевернула руку. Пространственные колебания возникли над его ладонью, и объект появился в мгновение ока, приземлившись на руку гигантской обезьяны. Это была не что иное, как черная гора, которую только что подбросила в воздух. Поверхность горы по-прежнему была черной, как смоль, и совершенно невредимой, и уже одно это было ясным показателем того, насколько она чрезвычайно сильна. Обнаружив черную гору, гигантская обезьяна немедленно испустила громовой рев, а затем взмахнула рукой и снова запустила гору вперед. В этом случае гора была отправлена в полет к другому пурпурному столбу. Таким образом, еще один ответный взрыв раздался, когда гора ударилась о второй столб. Тот же самый шар мерцающего света вспыхнул, и в этот момент свет, исходящий от первого столба, уже отступил, тем самым показывая его текущее состояние. Пурпурный столб изначально был более 100 футов в высоту, но теперь он был уменьшен до менее чем половины своей первоначальной высоты, а по всей близлежащей земле были разбросаны пурпурные осколки, похожие на камень и металлический материал. Столбы были выкованы каким-то таинственным неизвестным способом, но они определенно были не такими прочными, как такое необыкновенное сокровище, как экстремальная гора эссенции божественного света. В конце концов, это была гора, рожденная из энергии неба и земли, и с самого начала она была чрезвычайно мощной. Кроме того, он был пропитан этим неизвестным серо-белым каменным блоком, а затем подвергся второй обработке с использованием секретной техники обработки из мира истинных бессмертных. Даже если бы Хань Ли захотел уничтожить его сам, он смог бы сделать это, только используя свое духовное пламя, чтобы растопить его по крупицам. Вдобавок к этому гора была брошена с использованием разрушительной силы формы гигантской горной обезьяны Ханли, и если бы столбы все еще могли стоять даже перед лицом такой атаки, то Хань Ли немедленно развернулся бы и ушел, поскольку любые дальнейшие усилия, приложенные для разрушения столбов, были бы лишь пустой тратой времени и энергии. Таким образом, Хань Ли 5 раз подряд швырял экстремальной горы эссенции божественного света в качестве снаряда, уничтожая большие части всех 5 пурпурных столбов. Без поддержки столбов пятицветный световой барьер над садом лекарств не мог сравниться с серебряным огненным вороном, и он был быстро уничтожен.
Гигантская золотая обезьяна сразу же сделала печать заклинания, увидев это, и ее тело вспыхнуло золотым светом, а в следующее мгновение она сжалась, и ее шерсть отступила. Хань Ли вернулся в свою первоначальную форму в мгновение ока среди вспышки духовного света, отменив свою трансформацию в гигантскую горную обезьяну. Он взглянул на то, что осталось от колонн, и в его глазах появился намек изумления. Он только недавно слился с истинной духовной кровью гигантской горной обезьяны и не ожидал, что эта трансформация наделит его такой огромной силой. Казалось, что она подходит ему больше, чем несколько других типов трансформаций, которые он освоил ранее. В конце концов, его другие истинные духовные трансформации дали ему лишь несколько дополнительных способностей или позволили ему почувствовать и привлечь больше первозданной мирской ци, но ни одно из них не смогло значительно увеличить силу его физического тела, как эта трансформация гигантской горной обезьяны. И если бы он с самого начала знал, что эта трансформация была бы настолько эффективной, ему не нужно было бы тратить время и рисковать. Он мог просто принять эту трансформацию с самого начала и разрушить ограничения с помощью грубой силы. Глава 1713. Красное шелковое бессмертное вино и йодкая ядовитая водоросль. Как и ожидалось от мира истинных бессмертных, даже ограничение, наложенное здесь на простой лечебный сад, было так трудно обойти. После выхода с площади перед главным дворцом ограничивающая сила Земли все еще существовала, но, похоже, она значительно ослабла. Иначе он не смог бы швырнуть свою экстремальную гору эссенции божественного света очень далеко, даже в своей гигантской обезьяне. Помня об этом, Хань Ли, не колеблясь, бросился прямо к воротам лекарственного сада. После того, как пятицветный световой барьер был разрушен, перед ним предстало все, что находится в лекарственном саду. Сад был не очень большим, но был наполнен обильной духовной ци с элементом дерева и сильным ароматом духовных растений. Таким образом, даже при том, что он еще не пробрался в сад с растениями, он знал, что, скорее всего, принял правильное решение, придя сюда, и что он определенно получит щедрую награду. Весь сад лекарственных растений был окружен невысоким забором из каких-то зеленых лоз. Ворота сада состояли из двух чрезвычайно простых досок, высотой всего около 30 футов, и они были слегка приоткрыты. Через щели в заборе Хань Ли мог примерно издалека видеть, что находится в саду с лекарствами. Сторона сада, обращенная к нему, была довольно плоской, и растущие там растения были короткими, не более полуметра в высоту. Хань Ли сфокусировал свой взгляд и определил, что находится на переднем крае сада. У всех духовных растений в этой области были бледно-желтые листья, но в центре их были плоды размером с большой палец, тонкие и заостренные, похожие на красный перец чили в мире людей. Эти плоды излучали красный свет, и издалека они казались миниатюрными лампами размером, на которые было приятно смотреть. Вся эта часть сада была заполнена исключительно этим типом духовных растений, поэтому было совершенно очевидно, что владелец сада следил за своим садом. После выяснения появления этих духовных растений и их плодов в его голове быстро промелькнуло множество мыслей. У него было ощущение, что он читал об этом типе духовных растений, но не мог вспомнить, что именно это было. Таким образом, он вошел в сад с задумчивым выражением лица. Когда он проходил через деревянные ворота, его внезапно поразил момент просветления, и, наконец, он вспомнил, что это за растение. Он читал об этом в очень древнем фолианте еще в области моря рассеянных звезд мира людей, и эти духовные растения были полностью идентичны описанию в записях, так что ошибиться было невозможно. Внезапно он остановился у входа в сад и бросил взгляд на этот участок духовных растений, которых было более 100. На его лице появилось своеобразное выражение, которое, казалось, сопровождалось намеком на кривую улыбку. Итак, это красные шелковые фрукты. Такие зрелые красные шелковые фрукты, скорее всего, будут рассматриваться как великие сокровища, даже бессмертные, если они заядлые алкоголики, пробормотал Хань Ли. Верно, этот своеобразный духовный фрукт был основным ингредиентом для приготовления определенного вида чрезвычайно восхитительного духовного вина. Большинство культиваторов в области моря рассеянных звезд, скорее всего, в какой-то мере знали о красном шелковом бессмертном вине. В человеческом мире ходили слухи, что это вино было тем, что могли попробовать только бессмертные. Более того, казалось, что это вино было очень широко известно даже в мире бессмертных, и не всякий бессмертный мог пить его по своему желанию. Об этом типе вина ходило множество невероятных легенд не только в море рассеянных звезд, но даже на человеческих территориях. Однако, независимо от содержания этих легенд, все пришли к единому мнению, что это вино было редким деликатесом даже на небесах среди богов. Были даже некоторые невежественные смертные, которые провозгласили, что всего лишь один глоток этого вина наделит человека огромными силами и позволит им подняться прямо в мир истинных бессмертных. Хань Ли видел соответствующие фолианты об этом вине и, естественно, понимал, что подобное невозможно. Основная причина блестящей репутации этого вина, прежде всего, заключалась в его богатом и восхитительном вкусе, и было чрезвычайно трудно найти вино, равное ему во всех 3 сферах.
После глотка этого вина его восхитительный аромат оставался во рту пьющего более 10 дней, и если выпить целую бутыль этого вина, он полностью впадет в состояние опьянения и будет спать 3 суток, даже если они были бессмертными. Проснувшись, они влюблялись в это вино и постоянно пытались найти что-то еще. Конечно, регулярное употребление этого вина может постепенно улучшить физическую конституцию, а также в определенной степени продлить жизнь. Что касается силы этих эффектов, это было то, что было известно только небесам. Большинство из этих благотворных эффектов касалось низкоранговых культиваторов или смертных, но, несмотря на это, даже заядлые потребители вина среди бессмертных считали это вино блестящим сокровищем. Таким образом, нельзя сказать, что эти красные шелковые фрукты были совершенно бесполезными, но для такого, как Ханли, который редко пил вино, эти фрукты действительно были довольно излишними. К счастью, в прочитанном фолианте был упомянут еще один момент. Богатство и эффективность красного шелкового бессмертного вина были в значительной степени связаны с возрастом красного шелкового плода, из которого его варили. Таким образом, красное шелковое бессмертное вино было ранжировано по нескольким классам в зависимости от возраста использованного красного шелкового плода, а красный шелковый фрукт был растением, которое цвело только раз в 1000 лет и плодоносило раз в 10 тысяч лет. Растение было очень трудно выращивать и не обладало высокой стойкостью. Следовательно, оно требовало особой заботы и внимания днем и ночью, и только после того, как принесет плоды, сможет выжить без какого-либо надзора. Таким образом, те, кому не нравилось пить вино, определенно не приложили бы усилий, чтобы посадить этот вид духовных растений. Даже бессмертным, которые ценили вино наравне со своей жизнью, пришлось бы задуматься, стоит ли тратить столько времени и усилий только на то, чтобы добыть этот плод. Этот сад, скорее всего, существовал с древних времен, и казалось, что никто не собирал эти красные шелковые плоды с тех пор, как они появились. С момента их созревания прошло бесчисленное количество лет, и можно было только представить себе возраст и лечебную эффективность этих фруктов. И если бы он мог использовать эти плоды для приготовления красного шелкового бессмертного вина, возможно, он был бы благословлен каким-то неожиданным чудесным эффектом. Даже если бы они не были для него особенно полезны, он мог бы продать красное шелковое бессмертное вино, которое он сварил из этих фруктов, тем, кто любил вино, и он определенно смог бы получить для них астрономическую сумму. Имея это в виду, выражение лица Ханли, наконец, немного смягчилось. Вместо того, чтобы немедленно собрать эти духовные фрукты, он продолжил свой путь вглубь сада и увидел, что поблизости также были массово посажены 2 других типа духовных трав. Одна из них была похожа на обычную траву, но сквозь зеленые травинки пробегали слабые золотые линии. Духовное растение источило богатый освежающий аромат и было таким же гладким и приятным на ощупь, как теплый нефрит. Напротив, другой тип духовных растений был совершенно другим. Эти духовные растения были около полфута в высоту с хаотичными перекрещивающимися ветвями и листьями. Все растения были чрезвычайно красочными, и на каждом из них было несколько черновато-пурпурных плодов. Поверхности этих фруктов были заполнены вмятинами, а также пятнами всех цветов, и смотреть на них было поистине ужасно. Однако в этой части сада было много этих духовных растений, поэтому они и привлекли внимание Ханли. К сожалению, Ханли смог идентифицировать только последний тип этих 2 духовных лекарств и не имел ни малейшего представления о том, что это за лекарства, похожие на траву. Несмотря на это, он все еще был в восторге. Это ужасное духовное растение было ничем иным, как йодкой ядовитой водорослью, о которой он читал в медицинском фолианте еще в высшем небесном городе. Этот тип духовного растения вымер в мире духов более 1 миллиона лет назад, как следует из названия, содержал чрезвычайно сильный яд. Стоит сказать, что даже существа стадии интеграции тела подверглись бы серьезному риску смерти, если бы они потребляли части этого растения. По совпадению, мощный яд, содержащийся в стеблях и плодах этих растений, был обязательным ингредиентом для чистки более 10 типов высокоранговых духовных таблеток, включая несколько типов духовных растений, которые могли напрямую способствовать прорыву для тех, кто находится на стадии интеграции тела. И это было основным фактором исчезновения йодких ядовитых водорослей в мире духов. Еще одним фактором, способствовавшим этому, было то, что нельзя было транспортировать и перевести этот тип растений. Независимо от того, какой метод использовался, если бы это духовное растение было перенесено и посажено в другой среде, оно неизбежно превратилось бы в лужу бесполезной черной воды в течение нескольких лет. Что касается выращивания новых растений из семян, то в мире духов никому никогда не удавалось это сделать. Таким образом, этот тип духовных растений был уничтожен всего через несколько десятков тысяч лет после открытия его лечебной эффективности, и с тех пор никто не обнаружил ни одного из этих растений. Только на этой территории сада насчитывалось 70 этих духовных растений, и несомненно, что все они росли бесчисленное количество лет. И если бы он использовал эти духовные растения для изготовления своих таблеток, их эффективность определенно значительно увеличилась бы, поэтому Ханли был, естественно, в полном восторге от открытия этих растений здесь. Таким образом, он больше не колеблясь, поднял руку в воздух.
Раздался жужжащий звук, когда черный браслет вылетел из его запястья, затем повернулся в воздухе и испустил огромное пространство лазурного света перед Хань Ли. Затем он сделал печать заклинания и быстро указал пальцем в воздух. Из лазурного света появилось 40 одинаковых нефритовых коробок, каждая около фута в длину. Все нефритовые коробки вспыхнули духовным светом разных цветов, и Хань Ли снова нежно пошевелил своим рукавом, сказав: «Выходи, у меня есть кое-что для тебя». «Да, мастер». Нежный голос раздался из его рукава, сразу после чего изнутри появился шар белого света. Шар белого света кружился в воздухе, прежде чем внезапно превратиться в маленькую девочку лет 6. На девочке было белоснежное платье, а в волосы были вплетены 9 черных косичек, она была очень очаровательна. Это был никто иная, как Куэр, воплощение души девятилистного духовного женьшеня Хань Ли. Как только девочку вызвали, она почтительно поклонилась Хань Ли и уставилась на него его своими большими яркими глазами, молча ожидая дальнейших указаний. «Я несколько раз видел, как ты собираешь духовные растения в саду, и ты всегда делал это очень быстро. Собери для меня эти 3 пласта духовных лекарств и помести их в те коробки», немедленно проинструктировал Хань Ли, когда он указал на 3 пластыря духовных лекарств. «Это простая задача, на ее выполнение у меня уйдет всего несколько минут», ответила Куэр с улыбкой на лице. Затем она поднялась в воздух и внезапно появилась над участком духовных растений во вспышке. Сразу после этого она подняла обе свои маленькие ручки, прежде чем осторожно щелкнуть вниз 10 пальцами. 10 зеленых нитей резко выросли и устремились прямо к 10 призрачным растениям внизу. Эти зеленые нити вонзились в стебли этих духовных лекарств в мгновение ока, и Куэр слегка сжала пальцы, и 10 духовных растений, связанных зелеными нитями, были тихо вырваны из земли. Мало того, что корни духовных растений были очень ровными и полностью неповрежденными, к ним также не было прилипшей почвы, как если бы они уже были вымыты. Зеленые нити снова растянулись, и духовные лекарства были немедленно брошены в один из нефритовых ящиков с безошибочной точностью. Затем Куэр продолжила щелкать пальцами по воздуху, и зеленые нити безжалостно рванулись вверх. Духовные растения в этой области сада были вырваны из земли по 10 за раз, прежде чем быстро упали в подготовленные нефритовые ящики, и все растения, которые были в этой области, были вырваны с корнем всего за несколько мгновений. Глава 1714. Бессильный. Затем тело Куэр вспыхнуло снова, и в следующее мгновение она появилась в воздухе над другой областью лечебного сада, собирая там духовные растения, используя тот же метод. Тем временем Хань Ли подошел к паре ближайших участков с духовными растениями, каждый из которых состоял из партий духовных растений численностью от 5 или 6 до более 10, и он смог лишь с трудом идентифицировать небольшую часть из них. Что касается оставшихся духовных лекарств, которых было больше половины, о них не было никаких записей в фолиантах человеческого мира или мира духов. Однако небольшая часть растений, которые ему удалось идентифицировать, были чрезвычайно примечательными. Некоторые из них уже вымерли в мире духов, как едкие ядовитые водоросли, в то время как другие все еще существовали в мире духов, но были чрезвычайно редкими и драгоценными. Таким образом, все, что ему нужно было сделать, это найти некоторые другие духовные лекарства, которые было намного легче найти по сравнению, и был хороший шанс, что он действительно сможет выполнить список предметов, которые Цин Юаньцзы доверил ему. Хань Ли насильственно подавил волнение в своем сердце и немедленно наклонился, чтобы собрать эти небольшие партии духовных лекарств, а затем тщательно распределить их по категориям перед тем, как поместить их в нефритовые флаконы. Когда он закончил собирать все духовные растения на этих 2 участках, Куэр уже послушно стояла рядом с ним. Все 3 типа духовных лекарств она уже полностью собрала и аккуратно поместила в нефритовые ящики. Слабая улыбка появилась на лице Хань Ли, и он сделал ей доброжелательный комплимент, в ответ на который на лице Куэр также появилась широкая улыбка. Несмотря на то, что прошло совсем немного времени с тех пор, как она обрела эту человеческую форму, она была с Хань Ли в течение бесчисленных лет в своей кроличьей форме, так что она не была незнакома с Хань Ли и не отдалялась от него. Вместо этого она чувствовала интимность и близость к нему. Собрав все духовные лекарства в этой части сада, Хань Ли наконец перевел взгляд на другую сторону сада лекарств. Около дюжины участков разного размера были разделены на независимые секции деревянными заборами высотой в несколько футов. Духовные растения в этих областях состояли из духовных деревьев высотой в несколько десятков футов и духовных цветов высотой в несколько футов. Был также духовный источник размером 70 футов, и на поверхности этого источника плавала маленькая стручок с семенами лотоса, которая вспыхивала серебряным светом. Хань Ли глубоко вздохнул, направившись к той стороне сада лекарств, и начал тщательно оценивать эти духовные растения одно за другим. Однако через несколько мгновений на его лице появилось смиренное выражение. Он знал, что тот факт, что эти растения были разделены на отдельные части, ясно указывал на то, что они были гораздо более ценными, чем красный шелковый плод и едкие ядовитые водоросли, которые были раньше, но независимо от того, были ли это призрачные деревья.
которые приносили зеленые плоды размером с кулак или своеобразные духовные цветы 10 разных цветов, он не смог опознать ни одного из них. Оказалось, что эти духовные лекарства были уникальными для мира истинных бессмертных и не существовали в мире духов. Таким образом, он сможет определить их использование только путем будущих экспериментов. Имея это в виду, Хань Ли больше не колебался и сделал хватательное движение к земле на расстоянии одной рукой. Белая нефритовая шкатулка немедленно поднялась в воздух и полетела ему в руку полоской белого света. Затем он повернулся к духовному дереву, заросшему зелеными плодами, и перевернул другую руку, чтобы достать небольшую зеленую лопату. Он поднял руку, и небольшая лопата устремилась к земле в этой области в виде полоски зеленого света, только для того, чтобы быть отталкиваемой землей с резким лязгом, будучи неспособной въехать в землю ни в малейшей степени. Хань Ли слегка запнулся, увидев это, и был немного недоверчив, снова активировав свою магическую силу. Нефритовая лопата сразу же сделала круг и снова ударилась о землю, и в конечном итоге произошел тот же результат, и ее снова отразили. Веки Хань Ли дернулись, увидев это. Раньше он исследовал только духовные растения и не проверял наличие каких-либо аномалий в почве внизу. Имея это в виду, в его глазах сразу же вспыхнул синий свет, и он посмотрел на землю внизу, и на его лице промелькнула тень удивления. Он обнаружил, что сквозь землю были переплетены тонкие золотые нити, и все эти нити были сделаны из чрезвычайно чистой духовной ци элемента металла. Он не знал, требовалось ли этим духовным деревьям для роста духовной ци с элементом металла, или же владелец этого сада пытался защитить эти духовные растения, но суть в том, что здесь было установлено другое ограничение. Хань Ли приподнял бровь и после краткого размышления внезапно издал холодный смешок. Угольно-черная рука вышла из-под его рукава, а затем опустилась вниз, и вспышка серого света вышла из его ладони, устремившись к земле и бесшумно растворившись у подножия духовных деревьев. Эссенция божественного света был чрезвычайно мощным против сил всех 5 элементов, поэтому для него должно быть несложно искоренить эту духовную силу металлического элемента. По крайней мере, так думал Хань Ли. Однако последующие сцены полностью противоречили его ожиданиям. Серый свет устремился вниз, но золотые нити было нелегко стереть. Вместо этого они внезапно переплелись, образуя золотую сеть, отчаянно сопротивлявшуюся приближающемуся серому свету. Несмотря на свирепую атаку эссенции божественного света, он не смог за короткое время развеять эту золотую сеть. Выражение лица Хань Ли немного изменилось, увидев это. После короткого момента созерцания пальцы на его угольно-черной руке слегка двинулись, и появилась проекция небольшой горы, полностью окутав всю его руку. Серый свет в центре его ладони мгновенно застыл, а серый свет, который затем был изгнан, стал вязким, как жидкость. Он пытался использовать силу своей экстремальной горы эссенции божественного света, чтобы максимизировать ее мощь. Золотые нити, в конце концов, не смогли устоять перед столь яростным натиском и исчезли перед мощным серым светом. Сердце Хань Ли слегка дрогнуло, увидев это, и он взмахнул угольно-черной рукой по воздуху, после чего проекция небольшой горы мгновенно исчезла. В то же время цвет его руки также вернулся в норму. Сразу после этого он снова указал пальцем в воздух, и небольшая зеленая лопата вырвалась вперед, погрузившись в землю и начав копать круг вокруг основания дерева духов, а затем полетела обратно в рукав Хань Ли. Огромное пространство лазурного света тут же появилось в тех местах, которые прорывала нефритовая лопата, и этот лазурный свет окутал все духовное дерево внутри. Хань Ли, увидев это, сразу же сделал печать заклинания и наложил печать заклинания на духовное дерево. Печать заклинания исчезла в духовном дереве, и все дерево слегка вздрогнуло, прежде чем его медленно и неуклонно вырвали из земли. В глазах Хань Ли промелькнул намек восторга. Однако в тот момент, когда корни духовного дерева покинули почву, слой тревожного зеленого пламени внезапно появился на его поверхности без всякого предупреждения. Зеленое пламя вспыхнуло всего несколько раз, и дерево духов, а также все его плоды сгорели в небытие. Увидев это, Хань Ли в раздражении разинул рот. Спустя какое-то время он тяжело вздохнул и с мрачным выражением лица осмотрел пустой участок земли, на котором когда-то было дерево духов. Однако плакать из-за пролитого молока было бесполезно. Хань Ли сразу же повернулся и зашагал к другому огороженному участку, в котором находился странный цветок высотой около 3 футов, чистый, как нефрит. Почва вокруг этого цветка не имела никаких ограничений, и нефритовая лопата могла без каких-либо препятствий погрузиться в землю. Однако в тот момент, когда этот цветок был вырван с корнем, он резко вздрогнул, прежде чем раствориться в лужице зеленой жидкости, которая просочилась в почву и исчезла из поля зрения. Хань Ли мог только оплакивать свое несчастье после того, как дважды подряд столкнулся с такими деликатными духовными растениями. Он бросил последний возмущенный взгляд на то место, где лужа зеленой жидкости просочилась в землю, и проворчал что-то непонятное самому себе, прежде чем смиренно перейти к следующему участку. Для следующих 3 духовных лекарств, которые он попытался собрать, все они проявили разные реакции в тот момент, когда их корни оторвались от земли.
Один из них внезапно превратился в пыль, а один из них внезапно взорвался, и сеть молний появилась над поверхностью последнего растения, которое превратилось в ничто. 5 последовательных медикаментов уничтожили себя на месте, и не нужно было быть гением, чтобы понять, что что-то не так. Эта неспособность перемещаться определенно не была врожденным качеством, присущим всем этим духовным растениям. Скорее всего, это было результатом некоторых ограничений, установленных владельцем сада. Иначе как могли 5 из этих растений уничтожить себя одно за другим? Таким образом, когда Хань Ли подошел к духовному цветку размером с кулак, разделенному на 13 ярких цветов, он не стал сразу пытаться собрать его. Вместо этого он начал тщательно изучать духовное растение. Его духовное чутье раньше не обнаруживало ничего неправильного, поэтому ему, естественно, пришлось полагаться на свои глаза духовного прозрения, чтобы увидеть, сможет ли он что-нибудь почувствовать. Таким образом, чрезвычайно пронзительный синий свет вспыхнул в его глазах, когда он осмотрел каждый дюйм цветка от лепестка до стебля. Однако даже после осмотра всего цветка 7 или 8 раз он все равно не смог найти ничего полезного. Таким образом, он остался в некотором недоумении. Он даже не мог видеть, какое ограничение установил владелец сада, поэтому, естественно, у него не было возможности снять это ограничение. Однако он, естественно, не мог просто оставить позади эти духовные лекарства, многие из которых нельзя было найти даже в мире духов. Он скрестил руки и встал на месте с задумчивым выражением лица, и примерно через 10 минут он тяжело вздохнул, прежде чем пробормотать себе: растения самоуничтожаются, как только их корни покидают почву, поэтому, скорее всего, на их корни наложены ограничения. В этом случае я не смогу забрать все растения, но я смогу принудительно сохранить плоды и семена. Помня об этом, он сразу же снова посмотрел на яркий цветок. Затем он бросил одну из своих нефритовых коробок вперед и управлял ею так, чтобы она стабильно парила прямо под цветком. Сразу после этого он быстро пошевелил рукавом, и изнутри появилась чистая белая рука. Вспыхнул лазурный свет, и острая нить меча вырвалась вперед, пронзив стебель цветка. В то же время вспыхнула вспышка пятицветного пламени. Странный меч только что отрубил стебель, как его охватило пятицветное пламя, и он мгновенно запечатался в виде блока полупрозрачного пятицветного льда. После слабого щелчка ледяной блок с безошибочной точностью упал в нефритовый ящик внизу. Глава 1715. Стручок серебряного лотоса. Он снова поднял руку, и несколько талисманов в мгновение эйка прилепились к нефритовой коробке. Яркая ограничивающая сила мгновенно охватила всю коробку, и он снова взмахнул рукавом, изгнав вспышку лазурного света. Нефритовая шкатулка мгновенно исчезла в лазурном свете, будучи убранной Хань Ли. С того момента, как была использована нить меча, до момента, когда нефритовый ящик был убран, прошло всего мгновение, и только после того, как он взял цветок, Хань Ли вздохнул с облегчением, и на его лице появилось расслабленное выражение. Он посмотрел на отрезанный стебель цветка и на мгновение заколебался, но решил ничего не делать с ним, когда перешел к следующему месту. Следующие 7 или 8 спиртных напитков были получены с помощью этого метода. Хань Ли сначала отрезал плоды или другие важные части растений, которые содержали их семена, затем быстро заморозил их, прежде чем запечатать ограничительными талисманами. Приняв этот метод, он, наконец, смог предотвратить самоуничтожение растений. Даже если в этих частях также были установлены некоторые ограничения, до тех пор, пока он мог предотвратить применение этих ограничений на данный момент, он мог забрать их для дальнейшего изучения в будущем. Он был уверен, что пока у него будет достаточно времени, он сможет постепенно отменить эти ограничения. Тем не менее, он все еще столкнулся с множеством проблем, когда достиг последнего вида духовного лекарства, которым был стручок с семенами серебряного лотоса, паривший в центре источника. Когда нить меча ударилась о стебель стручка с семенами, который был толщиной примерно с палец, внезапно вспыхнул шар ослепительного серебряного света, и нить меча отразилась, в то время как стручок с семенем лотоса остался совершенно неподвижным. Хань Ли не смог удержаться, увидев это. Он несколько раз внимательно осмотрел мерцающий серебристый стручок, нахмурив брови, и быстро провел к нему 10 пальцами. 10 лазурных нитей взметнулись в воздух, а затем внезапно слились воедино, образуя полупрозрачную полоску лазурного света, которая ударила по стеблю семенного стручка только для того, чтобы повторить то же самое. Ослепительный серебряный свет излучал весь стручок с семенами, и лазурный свет был полностью уничтожен в небытие. Веки Хань Ли резко дернулись, увидев это. Что за необычный духовный предмет был этот серебряный стручок с семенами лотоса? Нити меча, образованные его лазурным мечом, были настолько острыми, что даже культиватор на средней стадии интеграции тела не осмелился бы позволить им ударить свое тело, но это духовное растение не только могло отразить нити меча, но даже способно нанести ответный удар и уничтожить их. Это было просто невероятно. Взгляд Хань Ли быстро окинул взглядом весь стручок с семенами, прежде чем быстро перейти к источнику, над которым парил стручок с семенами лотоса.
Этот источник явно не был обычной духовной веной. Мало того, что вода в нем была чрезвычайно прозрачной и чистой, из нее постоянно поднимались слабые струйки белой духовной ци. Внизу источника было несколько корней лотоса, которые были примерно такой же длины, как детская рука. Корни лотоса также были мерцающего серебристого цвета, и они казались совершенно безупречными и чистыми. Хань Ли сфокусировал свой взгляд на корнях лотоса и обнаружил, что его тонкие усы были такими же белыми, как нефрит, и не зарывались в грязь внизу. Вместо этого они свернулись в клубок и плыли рядом со стручком, как клубок серебряного тумана. Это открытие было весьма обнадеживающим для Хань Ли, и выражение его лица немного изменилось, когда он снова погрузился в размышления. Однако на этот раз он не стал долго думать и решил сделать еще одну попытку. Он перевернул руку, и над его ладонью появился синий нефритовый флакон около фута высотой. Он подбросил пузырек к центру пружины, и он устойчиво завис в воздухе. Затем он взмахнул рукавом, и взорвалось около дюжины флагов формации разного цвета, исчезнув в области, окружающей центр источника, в мгновение ика. После этого он поставил печать заклинания, произнеся «печать». Около дюжины столбов света разного цвета взорвались в воздухе, и каждый из них достиг нескольких десятков футов в высоту. Каждая колонна сияла духовным светом, и вокруг них постоянно парили слабые руны. Это было явно необычное построение. Хань Ли без колебаний поднял обе руки, увидев это, затем щелкнул по воздуху одну печать заклинания за другой. Бесчисленные пятнышки синего света внезапно появились в воздухе в радиусе нескольких десятков футов, и поток богатой духовной ци, присущей воде, мгновенно заполнил всю формацию. Спустившийся вниз дух, казалось, тоже что-то почувствовал, и слой ряби взметнулся по поверхности пружины, как будто в резонансе. Рябь была очень слабой, но это определенно была заметная разница по сравнению с неподвижной зеркальной поверхностью воды. Холодный свет вспыхнул в глазах Хань Ли, и он, издав низкий крик, указал пальцем на нефритовый пузырек, который парил в воздухе. Нефритовый флакон мгновенно перевернулся вверх дном и выпустил спустить вспышку синего света. Все окружающие столбы света в унисон издали жужжащий звук, и тут же возникли ограничительные колебания. В следующее мгновение все блики в воздухе устремились к синему свету, чтобы усилить его, и синий свет залил всю пружину в мгновение ика. Раздался сокрушительный удар, и весь родник затрясся, когда вода внутри резко стала намного более бурной. Родниковая вода неистово хлынула и начала вращаться вокруг стручка с семенами серебряного лотоса, мгновенно образуя водоворот диаметром около 10 футов. Бурные волны мгновенно захлестнули стручок с семенами серебряного лотоса, и, увидев это, Хань Ли начал с большей настойчивостью взмахивать заклинаниями в воздухе. В то же время он начал что-то повторять, и стручок с семенами лотоса был немедленно окутан вращающейся родниковой водой, которая затем превратилась в водяного дракона среди вспышек синего света. Сразу после этого этот водяной дракон начал уменьшаться в размерах, и в конце концов его полностью засосало в синий нефритовый сосуд. Сердце Хань Ли бешено колотилось, пока он с тревогой ждал, но, к счастью, никаких неприятностей не произошло, и стручок с семенами лотоса и корни лотоса остались полностью неповрежденными после того, как его поместили в нефритовый сосуд. Непрерывный поток печати заклинаний, выпускаемых его руками, прекратился, и он махнул рукой в сторону нефритового флакона. Синий пузырек немедленно полетел к нему, как шар синего света, прежде чем приземлиться в его руке, после чего он немедленно высвободил свое духовное чутье, чтобы осмотреть содержимое пузырька. В результате он обнаружил, что стручок с семенами серебряного лотоса и корни лотоса были совершенно невредимы, когда плавали в родниковой воде, и это, естественно, приводило его в полный восторг. Запечатав нефритовый флакон кучей талисманов, Хань Ли очень осторожно спрятал его в свой браслет для хранения, поместив его среди большой груды нефритовых ящиков. Это было единственное полноценное духовное растение, которое он смог получить в этой области, и его безопасность уменьшила его разочарование по поводу уничтожения первых 5 духовных лекарств. После этого Хань Ли исследовал весь сад лекарств, и независимо от того, узнал ли он духовные лекарства, с которыми столкнулся, он собрал их все, не задумываясь. Возможно, эти духовные растения считались очень обычными предметами в глазах хозяина этого места, но они, естественно, были чрезвычайно ценны в мире духов, и он получил очень щедрые награды во время этой поездки в сад лекарств. Убедившись, что он не пропустил никаких духовных лекарств, Хань Ли решил немедленно покинуть это место. Таким образом, он отдал приказ Куэр, и она исчезла у него в рукаве, как шар белого света, прежде чем он вышел из лечебного сада. В тот момент, когда он вышел из сада, со стороны главного дворца впереди внезапно раздался глухой ракочущий грохот. Сразу после этого в воздухе с того же направления взорвался взрыв мощных колебаний духовного давления, создавая весьма тревожное зрелище. Сердце Хань Ли сразу же забеспокоилось, услышав это, после чего на его лице появился намек на улыбку. Оказалось, что Ши Кун и Лю Шуэр наконец прорвались через формацию на главной площади, используя грубую силу.
Судя по колебаниям духовного давления, казалось, что иллюзорная формация действительно была разрушена, что указывало на то, что они двое должны были использовать какую-то секретную технику или сокровище, которое далеко выходило за пределы того, что они в настоящее время могли владеть. В противном случае, с теми способностями, которые они оба продемонстрировали до сих пор, у них не было бы возможности добиться этого. Имея это в виду, Хань Ли взглянул на два оставшихся боковых дворца и кратко обдумал свои варианты, прежде чем решиться направиться к главному дворцу. Несколько мгновений спустя он снова появился перед главным дворцом, как раз вовремя, чтобы увидеть пурпурный свет, мигающий от ворот главного дворца. Тем временем Ши Кун был вынужден отступить на дюжину или около того шагов, когда он издал приглушенный стон. Гигантские молоты, которые он держал, были быстро растоплены вспышкой пурпурной молнии, в мгновение ока в его руке осталась лишь пара рукояток. Его лицо было полностью лишено цвета, и в глазах был намек на удивление. Однако, прежде чем он смог использовать какие-либо другие способности для отражения пурпурных молниеносных змей, Лю Шуэр, стоявшая позади него на расстоянии более 100 футов, вступила в бой. Она швырнула серебряное зеркало в воздух, и поверхность зеркала задрожала, прежде чем вспыхнуло несколько лазурных столбов света, временно отпугнув пурпурных молниеносных змей. Ши Кун немедленно воспользовался этой возможностью, чтобы издать низкий рев, когда он бросился назад в отступление, мгновенно отскочив назад примерно на 300 футов. В этот момент лазурные столбы света не смогли противостоять силе пурпурной молнии и были разбиты громким ударом грома. Затем фиолетовые светящиеся змеи последовали за столпами света и переключились на Лю Шуэр в качестве своей цели. Сердце Лю Шуэр дрогнуло, увидев это, но она действовала очень решительно, резко указав пальцем вверх на зеркальное сокровище в воздухе, на которое зеркало полетело прямо к молниеносным змеям по ее велению. Сразу после этого ее тело закачалось, и она внезапно исчезла, оставляя после себя след остаточных образов. В следующее мгновение она тоже появилась очень далеко от ворот дворца. Раздался глухой взрыв, и пурпурная молния ударила в серебряное зеркало, и после череды раскатов грома зеркало взорвалось шаром серебряного света. Потеряв близлежащие цели, фиолетовые молнии несколько раз беспорядочно вспыхнули, а затем рассеялись сами по себе. Лю Шуэр уже ожидала, что ее зеркало будет уничтожено пурпурной молнией, но, тем не менее, ее выражение лица, естественно, значительно потемнело. Прямо в этот момент Хань Ли медленно подошел к ним и сказал: «Господа, это ограничение необычное. Если мы хотим его разрушить, нам, скорее всего, придется работать вместе». Ши Кун и Лю Шуэр, естественно, узнали о прибытии Хань Ли, услышав это. Лицо Ши Куна слегка дернулось, и в его глазах было кислое выражение, когда он проворчал: «Ты действительно хитрый человек, брат Хань. Ты знал, что это ограничение будет трудно сломать, поэтому ты ушел в другое место. Ты прибыл сюда гораздо раньше, чем мы двое, так что вы, должно быть, уже получили щедрую награду, верно?» Я действительно получил некоторые награды, но как они могут сравниться с сокровищами в главном дворце? Я уверен, что вы двое знаете, что сокровища, запрошенные нашими двумя старшими, и все другие важные сокровища должны быть там, с беспечной улыбкой ответил Хань Ли. Это место когда-то было заселено бессмертным, и посредственные сокровища в их глазах, скорее всего, будут чрезвычайно полезны для нас. Однако мы приняли такое решение в самом начале, поэтому я, конечно, не могу жаловаться, поскольку брат Хань обеспечил старт своей собственной силой. Кроме того, у брата Ханя определенно не было достаточно времени, чтобы исследовать все это место, так что наверняка осталось еще больше наград. У меня и господина Ши есть шансы. Лю Шуй, она усмехнулась в ответ, и, похоже, ее по-настоящему не беспокоил тот факт, что Хань Ли добился успеха.